И всем привет, Огонечек уже здесь, и сегодня я буду говорить о том, как меня развели в стиме на ножик из CSGO. Рекомендую посмотреть видео до конца, ведь развод довольно хитрый, попался на него даже я. Не расстраивайтесь из-за моего ножа, ведь как наберется 1250 лайков, я сразу же начну делать новый видосик. И еще не забывайте нажимать на вот этот вот колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. То, как меня развели, это развод не такой очевидный, и нужно иметь Нобелевскую премию, чтобы распознать кидалу с первого раза. Но Нобелевской премии у меня нету, поэтому я и повелся. На своем втором канале я снял где-то 5 видео о том, как меня пытались развести в стиме, и, понятное дело, у них ничего не получилось, потому что способы кидалова у них довольно примитивные и тупые. На этот раз меня развели практически прямо на стриме. Рассказываю все как есть. Сижу я такой, стримлю Майнкрафт, и тут приходит обмен в стиме. Чувак из обмена предлагает отдать свою шмотку из доты за 8000 рублей в обмен на мой нож из CSGO за 5500 рублей под видом доната. Я начал говорить, что тут что-то не так и где-то тут есть развод. Кидала сказал, что, мол, почему бы ни с того ни с сего не задонатить тебе 2000 рублей. Я подумал и в голове согласился с этим, ведь было несколько случаев, когда мне донатили на стриме 1-2 тысячи рублей совершенно незнакомые люди. Я спросил у смотрящих стрим о том, стоит ли принимать обмены, ответы были 50 на 50. Кто-то считал, что принимать, кто-то считал, что лучше не надо. И я забил на этот обмен. На следующий день я наткнулся на него случайно, просто открыв Steam. И тут я начал проверять эту вещь из доты за 8000 рублей. Сначала я подумал, что это новая шмотка. То есть бывает такое, что Valve вводят новый сундук или кейс, и после выхода вещи из него стоят просто пипец как много. И спустя пару недель стоимость очень сильно падает, например, с 20 тысяч всего до 1000 рублей. Но нет же, эта шмотка существует уже где-то год. Чекнул еще пару незначительных факторов и принял этот обмен. Но кое-что мне показалось странным. На торговой площадке эта вещь не продавалась дороже пары сотен рублей, но все нынешние цены были от 8 до 10 тысяч рублей. И я специально подождал примерно сутки, чтобы проверить, не упадет ли цена. Принял обмен, сижу я такой довольный, и спустя пару часов решил проверить инвентарь. И тут я обнаружил, что эта вещь стоила уже 7200 рублей. Спустя еще пару часов стоила 5500, потом снова 7200, потом снова 8000. Тут я начал заподозривать неладное. Я сразу же начал трейдить эту шмотку из доты, даже уходя в минус относительно ножа. Но все до единого отклоняли этот обмен и посылали меня куда подальше. Я вообще не понимал, что происходит. Спустя некоторое время этот чувак кинул мне еще один обмен. Его дигл в обмен на 2 моих ножа стоимостью по 3000 рублей каждый, с примечанием: этот дигл стоит 8000 на торговой площадке. Чекнул этот дигл, и тут опять была такая же фигня, что он никогда не продавался дороже нескольких сотен рублей. Зато минимальная цена на продажу около 8000 рублей. Понятное дело, я сразу отклонил обмен и связываться с тем чуваком уже не хотел после того чудеснейшего трейда ножа на его шмотку из доты. В принципе, вот вся история, и сейчас я расскажу, как он провернул эту махинацию. Ищется 2 одинаковых дешевых шмотки, которых нету на торговой площадке. Одна ставится на продажу, допустим, за 10 тысяч рублей, а вторая трейдится на какой-нибудь дорогой нож или какую-нибудь аркану из доты. Когда люди, которым пришел этот обмен, начинают проверять цену этой шмотки, написано, что цена 10 тысяч рублей, но он же потратил на них всего ничего. Почему так происходит? Потому что цену первой шмотки, которую он поставил единственно на торговую площадку, он указал 10 тысяч рублей. А так как на торговой площадке эту шмотку никто не продает, единственной ценой будут те самые 10 тысяч рублей, которые показываются, когда все проверяют стоимость. Сама вещь практически ничего не стоит, зато написано, что стоимость 10 тысяч рублей. Поэтому некоторые люди ведутся на такое, например, я. Рассказывать то, где достать такие шмотки, я не буду, потому что вам это и не нужно знать. Такие познания могут понадобиться только кидалам. А помогать кидалам я не буду, потому что это крайняя степень зашкварности. Специально, чтобы проверить схему, ради этого видоса я достал шмотку из доты, которая на торговой площадке стоит 20 тысяч рублей, потратив всего 100 рублей. Пару дней я пытался затрейдить ее на шмотки, стоящие в 2 раза меньше, но ничего не вышло. Потом я решил
решил пойти по стопам этого кидалы, стал заходить к стримерам и кидать такой обмен. Все КСеры говорили, что шмотка из доты им нафиг не нужна, а дотеры говорили, что это развод. Так ничего не получилось за несколько дней. Делаю вывод, у всех трейдеров и стримеров, которым я кидал обмен, есть Нобелевская премия. За несколько дней никто так и не принял мои обмены. Видимо, я один такой дурачок, что повелся на такой развод. Эта ситуация фигова не тем, что я просрал 5000 рублей, а то, что меня все-таки развели. Чтобы вообще не попадаться на кидал, не нужно принимать никакие обмены, где есть ваши шмотки. Поверьте, никто вам просто так не даст шмотку дороже вашей, а в моем случае дороже на 2000 рублей. Но я повелся, подумав, что это очередной щедрый подписчик решил порадовать меня крупным донатом. Изначально я хотел оставить ссылку в описании на этого кидалу, чтобы вы пожаловались и его заблокировали. И тут я решил у него спросить, долго ли он искал тех, кто на это поведется. Он написал, что даже не пытался меня кидать, и все это было из добрых побуждений. Что эту шмотку ему кто-то затрейдил, и он решил обменять ее на мой ножик, уйдя в минус на 2000, но при этом задонатив их мне. Я не знаю, правда это или нет, но ссылку оставлять я на него не буду. На это есть две причины. Первая причина это то, что на него бессмысленно жаловаться и тратить свое время, ведь его вряд ли заблокируют. Да и нож мне 100% никто не вернет, кроме как он сам. Вторая причина, вдруг это все-таки правда, и он вообще случайно затрейдил эту шмотку. А что если тот трейдер, который затрейдил ему эту шмотку из доты, его обманул? И этот чувак обменял мне эту вещь просто по случайности, оказавшись в нужное время в нужном месте. Была у меня идея сделать новый формат видео про CSGO и временно выкладывать на лайв-канале, и если вам понравится, позже выкладывать на основной канал. Для этого шоу мне нужно было несколько ножей. Даже на тот момент 4 ножей было не очень достаточно, но вполне хватало. Сейчас у меня их вообще 3, с 3 ножами я точно не смогу записать это шоу. Что ж, придется отложить эту идею до лучших времен. Надеюсь, до меня ее никто не снимет, и я буду первым на YouTube в этой рубрике. И я думаю, на этом все. А с вами был Огонечек. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и отсылайте это видео друзьям. И всем добра. Всем пока.